Ребята, всем большой привет, меня зовут Фил, канал Честный Блог. Только что компания Samsung представила обновленную модельную линейку S22, S22 Plus и S22 Ultra. Что из себя представляют эти новые телефоны, насколько они интереснее, чем S21. И первое впечатление о достаточно дорогих смартфонах, особенно если говорить Ultra, забегая вперед, она будет стартовать от 120 тысяч рублей. Меня зовут Фил, это Честный Блог, погнали! Итак, история повторяется. Примерно год назад, 16 января, компания Samsung представила S21. У нас было, как всегда, три версии. Это S21, 21 Plus и 21 Ultra. В этом году, 9 февраля, примерно год спустя, компания Samsung представляет обновленные модели. И самое, наверное, интересное вообще из всей этой истории, это то, что у нас S22 Ultra теперь объединился с Note, потому что серия Note плавненько ушла в никуда. Неизвестно, она будет возвращена или нет, но пока она на паузе. И поэтому теперь у нас S22 Ultra выглядит ровно точно так же, как Galaxy Note 2020 года. То есть визуально прямо очень сильно похож. Естественно, у нас есть поддержка S Pen, ну и обновленная начинка, в том числе новый процессор, новые камеры, новый экран и так далее. Давайте начнем с самой младшей модели, это S22. Во-первых, это очень компактная модель, и я бы сказал, что это здорово, что Samsung выпускает небольшой смартфон, который может очень легко разместиться в руке человека, который обладает небольшой ладошкой, девушки и так далее. Потому что в основном все-таки большинство производителей в последнее время делали именно такие лопатофоны. Samsung продолжает делать компактную модель, и это хорошо. Собственно, на рынке-то у нас не так много компактных флагманов. Это Asus, это Xiaomi, которые недавно показали свой 12-й телефон, ну и, собственно, iPhone. Диагональ 6,1 дюйма, разрешение Full HD+, 425 точек на дюйм. Здесь, понятное дело, что все будет очень хорошо. Что касается самого процесса разблокировки, насколько я понимаю, сканер здесь остался ровно таким же, какой был в прошлом году. Ну, по крайней мере, компания Samsung ничего об этом говорит. Но у меня все-таки есть ощущение, что он стал работать немного быстрее, и он точно стал регистрироваться быстрее. То есть на некоторых смартфонах регистрация через дисплей занимает, ну, там, предположим, минуту или что-то около того. Здесь достаточно быстро происходит регистрация пальца. Что касается разблокировки по лицу, мне кажется, что она осталась примерно на том же уровне, и я бы сказал, что это не самая быстрая разблокировка среди других смартфонов. Мы привыкли к тому, что Samsung всегда свои флагманы пичкает по полной программе с самыми топовыми техническими характеристиками. Здесь и память самая быстрая LPDDR5, здесь и быстрая память UFS 3.1. У нас будет две версии, 8128, 8256, поддержки карты памяти нету. Также нету eSIM, нету инфракрасного датчика, нету джека под наушники. Ну, собственно, этого давно уже нету, так что можно было смириться. Я вообще, знаете, всегда удивляюсь, вот еду и вижу людей, у которых проводные наушники, и я думаю, но продаются же беспроводные хорошие наушники за $20. Что мешает людям поменять свои проводные на какие-нибудь простые беспроводные? Они звучат хорошо и работают долго. Не могу сказать почему. Естественно, у нас здесь стереодинамики работают примерно так же, как в прошлом году. Я особо изменений никаких не услышал. И ничего не сказано, что, например, компания EKG помогала настраивать динамики этих смартфонов. Я говорю про EKG, потому что, во-первых, Samsung давно сотрудничает с EKG. Во-первых, она, в принципе, купила эту компанию. Ну, а во-вторых, на других моделях, например, на новом планшете 14,6 дюймов, кстати, называется планшет Tab S8, так вот тут звук настроен компанией EKG. Честно говоря, даже на ультре нету ничего. За производительность у нас отвечает Exynos 2120. Это новый чип от компании Samsung. Презентовали они его в январе, 4 нанометра. Понятное дело, что улучшенная производительность и бла-бла-бла. Но самое главное, что пока не очень понятно, насколько на самом деле он быстрый, насколько на самом деле он энергоэффективный. Хочется верить, что у компании Samsung получилось сделать хороший продукт, потому что в прошлом году, например, когда презентовали Exynos, который выходил на серии S21, там прямо, ну, в моем представлении, все хорошо получилось. Может быть, он проигрывал по цифрам Snapdragon, но работал он отлично. У меня вопросов как бы к 21 серии и процессору Exynos не было вообще. Поэтому поживем и увидим, естественно, будут тесты, будет и какая-то новая информация. Конечно же, пыль и влагозащита IP68 это у всех смартфонов серии. Ну, здесь все по стандарту. Кстати, что касается комплекта, то, опять же, все очень скромненько. Есть кабель, нету зарядки, нету чехлов и даже нету пленки на экране. Причем я помню, что на S21 Ultra была пленка на экране, а здесь нету. Не знаю, может быть, потом завезут. По камерам. Основная на 50 мегапикселей, апертура 1.8, технология Dual Pixel и есть оптическая стабилизация. Есть ультраширокий
широкая камера на 12 мегапикселей. И что особенно интересно, у нас появился телевичок. Раньше этого не было, теперь у нас есть телевичок, трехкратное увеличение. Это камера на 10 мегапикселей. За это хочу сказать отдельно компании Samsung спасибо, потому что мне кажется, что нужно даже базовые модели уже снабжать телевичком. Соответственно, и портретная фотография будет улучшена, и съемка дальних объектов тоже будет улучшена, поэтому хорошо. Видео можно снимать в качестве, в том числе до 8К, 24 кадра в секунду. Правда, не знаю, кто снимает 8К, но в любом случае 4,60 кадров в секунду точно без проблем можно снимать. Причем 4,64 работает на всех модулях, и на основном, и на ширике, и на телевичке. На борту у нас стоит Android 12 и One UI 4.1, да. Недавно смартфоны Samsung, например, Galaxy S21 Ultra, обновились до One UI 4.0, здесь уже One UI 4.1. Что именно нового в One UI 4.1, я, честно говоря, пока не знаю, но если мне удастся обнаружить какие-то изменения, я обязательно вам об этом расскажу. Но если они будут иметь какое-то реальное значение. Понятное дело, что есть NFC, есть поддержка Samsung DeX и так далее. По стоимости младшая модель будет стоить от 80 тысяч рублей на версию на 8128. Давайте сейчас посмотрим, что у нас в плюс-версии. В плюс-версии изменения от 22 особенно-то и нет, потому что технические характеристики по большому счету те же самые. Только дисплей у нас уже побольше, здесь 6,6 дюймов. Кстати, несмотря на то, что это достаточно большой дисплей, смартфон вполне себе хорошо лежит в руке. Это тоже динамик 2X AMOLED, частота Гц от 24 до 120 меняется, ровно то же самое, что и в обычном 22-м. По памяти, по процессору, все ровно то же самое. Здесь даже те же самые камеры стоят. Основная на 50 мегапикселей, широкоугольная камера на 12 мегапикселей и на 10 мегапикселей телевичок трехкратного увеличения. Селфи-камера и на обычной версии, и на плюс-версии на 10 мегапикселей. Кто производитель сенсоров, пока не знаю, но, соответственно, попозже обязательно об этом расскажу. И, конечно же, будут сравнения с 21 Ultra. Мы посравниваем и с другими смартфонами, может быть, с S21 Fan Edition, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видосы. Весит этот смартфон 195 граммов, тоже пока еще лояльная такая цифра. По памяти ровно то же самое, 8, 128, 8, 256. А вот аккумулятор здесь уже увеличен на 4500 мАч, это хорошо. Зарядка тоже в комплекте не идет, я так понимаю, что она будет с поддержкой 25 Вт. Короче, не очень быстро. Есть, естественно, беспроводная зарядка, и есть реверсивная зарядка, когда вы сверху что-то на телефон кладете и заряжаете устройство. Ну и самые большие изменения, конечно же, произошли в этом смартфоне. Это Galaxy S21 Ultra. Я более подробно расскажу об этом смартфоне в отдельном видео, однако скажу, что он по корпусу очень сильно похож на серию Galaxy Note 20 Ultra. У него такие же грани сверху и снизу, и я знаю, что есть люди, которым это нравилось, есть люди, которым это не очень нравилось. Мне, честно скажу, больше нравится, когда есть покатые грани. Вот, по бокам у нас закругленные дисплеи. Кстати, ни на 22-м, ни на 22-м плюсе у нас нет закругленных краев, только на ультра-версии. В ультра-версии у нас есть S Pen, это проапгрейженный S Pen, потому что время отклика у него составляет 2,8 миллисекунды. То есть, ну вот прямо практически вообще, как будто бы прямо вот пишешь. И я бы сказал, вообще самая главная фишка, которая есть в S Pen, это когда ты пишешь и слышишь, как звучит карандаш, которым ты пишешь, или маркер, или кисть. Это прямо очень круто, и за это компании Samsung спасибо. Ну и давайте пробежимся быстренько по характеристикам 22 Ultra. Что касается корпуса, понятное дело, спереди и сзади у нас стекло, Corning Gorilla Glass Victus Plus. Также изменился блок камер. Честно говоря, мне прошлый блок камер прямо понравился. Я бы хотел, чтобы он остался. И я вообще, когда рендеры в первый раз увидел вот такие, я, честно говоря, засомневался насчет того, хорошо ли это плохо. Сейчас смотришь, вроде уже нормально, привык. Честно могу сказать, что дизайн 21 Ultra мне нравился больше, по крайней мере, пока. Во-первых, здесь экран круче, чем у собратьев, потому что он может изменяться от 1 до 120. Проверим это на практике, потому что у Xiaomi и других производителей не получилось изменять именно от 1 до 120. Минимум показывал 10, при том, что там матрица LTPO версии второго поколения, соответственно, они типа должны один. Вот Samsung тоже говорит, что изменение будет от 1 Гц, посмотрим. Диагональ 6,8 дюймов, и здесь рекордная яркость дисплея 1750 нит яркости. Мы должны понимать, что рекордная яркость получается только тогда, когда совпадают несколько факторов. Во-первых, ты смотришь HDR-видео, раз, или какой-то другой HDR-контент. Во-вторых, светит солнце, и вот в каком-то моменте
на экране, когда у тебя там светлое пятно, оно может быть яркостью 1750 нит. В целом, я думаю, что в обычном режиме яркость будет порядка 500 нит, и на максимуме она будет давать 800 нит. Опять же, все это протестируем. Что касается шима, ну, он, видимо, остается тем же самым. Функцию DC-dimming сюда не завезли. По какой причине? Сложно сказать. Надо спросить у инженеров компании Samsung. Ну и здесь есть поддержка Quad HD Plus разрешения, соответственно, порядка 500 точек на дюйм вы можете получить. Правда, я никогда это разрешение не использовал, потому что толку в нем никакого нету. Из изменений, отличие от других S22, это, во-первых, у нас версия будет на 8 гигабайт памяти и будет версия на 12 гигабайт памяти. 8 128, 12 256 и 12 512. Поддержки SD-карточки нету. Ультразвуковой сканер, как я уже сказал, работает как будто бы чуть-чуть побыстрее. Смартфон, в принципе, как будто бы чуть-чуть побыстрее разблокируется. Разблокировка по лицу остается примерно такой же самый. Здесь тоже стоит One UI 4.1. Остается только выяснить, чем 4.1 отличается от 4.0. Я займусь этим. Внутри Exynos 2200 4 нанометра. Ну вот пока не начинаешь пользоваться этими устройствами, само обновление выглядит достаточно минорно. Не изменился дизайн 22 плюса, изменился дизайн ультра-версии, но по большому счету, кроме чипсета, какой-то модернизации камер особенно ничего нового-то и нет. По крайней мере, по первым ощущениям. Естественно, когда начнем пользоваться устройствами, будет понятно, как там и чип работает, как аккумулятор работает и все остальное. Так что я жду к себе на обзор все эти три устройства. Также я надеюсь, что у меня и планшет появится скоро, 8-й, так что будет что вам рассказать. Ну, естественно, фото и видео сравнения впереди. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, что оно вам полезно. Интересно узнать ваше мнение по поводу новых Samsung'ов. Напишите в комментариях, а мы с вами увидимся в следующих видосах. Меня зовут Фил. Не болейте. Всем счастливо и пока.